я надела? Нильс прилежный паренек, 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 он готовить уроки старается. Но как сядет за урок, за урок, за урок, что-нибудь непременно случается. То ли муха пролетит, или страшный аппетит ни с того, ни с сего появляется. То зевота нападет, то охота пропадет, что-нибудь непременно случается. Так. Вопрос. Сколько всего грибов принес мальчик? Ты кто? Гном? Да. Гном. А правда, что вы, гномы, все можете? И клады разыскивать, и чтобы зимой цветы на снегу расцветали. Мы все можем. А можешь ты решить за меня задачку? Могу, только открой крышу. Ага, сначала реши задачку. Ой, Нильс, она будет решена. Что ты натворил, гном? Учитель сразу увидит, что это не я писал. Теперь придется вырывать страницу. Погоди, Нильс, сейчас все будет в порядке. Ну, теперь хорошо? Замечательно! Что же ты не открываешь крышку? Ишь ты какой хитрый. Нет, сначала ты мне вот что сделай. Послушай, Нильс, отпусти меня. Я сделаю все, что ты пожелаешь. А ты действительно можешь любое чудо сотворить? Могу. А можешь ты сделать, чтобы и я был таким же, как ты? Могу. Только сначала выпусти меня. А ты не обманешь? Гномы никогда не врут. Абес, фабес, картофлабес. Ну, Нильс Хольгерсон, теперь вы такой же, как я. Счастливо оставаться. Гном, подожди! А как же чудеса делать? Воробей, ты не видел гнома? Я его вижу! Ха-ха!
С ума сошли! Не делайте глупостей! Вы не бродяги, вы почтенный домашний гусь! Нам и тут хорошо! Подождите, я лечу с вами. Да ведь это же Мартин! Лучший мамин гусь! Стой, Мартин! Стой! Мартин! Мартин! Хватит! Налетались! Поворачивай домой! Тише, а то сброшу. Как ты пекаешься? Как ты пекаешься? Белый отстает. Как ты пекаешься? Белый опускается. Мартин! Мартин, что с тобой? Воды. Вода здесь рядом, всего несколько моих шагов. Хорошо. Мы еще с тобой полетаем, Нильс. Нильс, что с тобой? Мама, Тебе плохо, Нильс? ничего не плохо. Просто я на минуточку потерял сознание. А белый-то, я уверен, что он разбился. Ну да, разбился. Повернул домой, и все тут. Спать, Гуси, спать. Смотрите, это орел. Глупости. Орлы ночью не летают. Это сова. Возможно. Но обычно совы летают ниже. Это белый, это наш белый. Очень смелый гусь. Многоуважаемая Акка Кнабекайзе, покорнейше прошу принять меня в вашу стаю. Это большая честь, но ты ее заслужил. А что это ты притащил? Это мой товарищ, Это же мальчишка. но очень маленький. Даже от очень маленького мальчика можно ждать очень больших неприятностей. Позвольте ему остаться хотя бы на одну ночь. Ему очень плохо. Хорошо, пусть останется. Но завтра утром он должен покинуть стаю.
сделал нам добро. Я разрешаю тебе остаться в стае и лететь с нами в Лапландию. Домой, к маме. А тут кто о тебе позаботится? Где ты нашел орехи? Мне их дала белка Сирли. А ты сказал белке спасибо? Фу, забыл. Какой же ты, Мартин, невежа. Куда ты? В лес! Говорить белке спасибо! Главное дело невежа. А сам-то хорош. Белке спасибо, а мне? Я для него стараюсь, и я же, выходит, невежа. Ему-то хорошо. Получайте вашего сына. Вот ведь хорёвки! Мальчик спасает бельчонка! Счастливая мать обнимает свое дитя! Вот теперь волнуйся за него, беспокойся. Ты, говорит, невежа. Белке спасибо не сказал. Очень ей нужно его спасибо. Спасибо, Нильс. Спасибо. Помни, если тебе понадобится моя помощь... Никто не может мне помочь, кроме гнома. О каком гноме ты говоришь? Тут поблизости, в дубовой роще, живет гном Бебериус. Он какой? Старенький, примерно с тебя ростом. А на ногах ботинки с серебряными пряжками? Да. Это он. Госпожа Сирли, это он. Как мне пройти в дубовую рощу? Прямо, Нильс. Все время прямо. До свидания, Нильс. Желаю тебе удачи. Никто Тирлим-бом-бом не может догадаться, куда идет премудрый гном, а гном идет купаться. Тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом, а гном идет купаться. Тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом, а гном идет купаться.
Простите меня. Я никогда больше не буду. Я тебя давно уже простил, мальчик. Но видишь ли, в чем дело? Тогда я со злости так хорошо тебя заколдовал, что теперь уже не расколдуешь. Я навсегда останусь маленьким. Ну почему же навсегда? Когда-нибудь. Ну когда же, господин гном? Когда одна палочка и 9 дырочек истребят целое войско, когда король обнажит голову, а ты останешься в шляпе, когда... Ну, а третье условие ты узнаешь тогда, когда исполнится 2 первых. И, пожалуйста, не утешайте меня. В лесу его кто-нибудь съел. И все из-за меня, из-за невежи. Мартин, куда ты? В лес за косточками Нильса. Стой, Мартин! Косточки Нильса пришли к тебе сами. Эрменрих, самый старый жилец Глимингенского замка. Рада вас видеть, господин Эрменрих. Госпожа Кнабекайзер, страшная беда обрушилась на всех нас, обитателей замка. Огромные полчища серых крыс окружили замок. Бедная госпожа Эрменрих, бедные мои детки. Не время проливать слезы, господин Эрменрих. Нельзя терять ни одной минуты. Уж не собираетесь ли вы вступить в бой с серыми крысами? Нет, но я слыхала еще от бабушки, что в замке хранится одна старинная книга. Совершенно верно. Там обязательно должно быть сказано, как избавиться от крыс. Совершенно верно. Так не хотите ли вы сказать, что в вашей стае имеются грамотные гуси? Совершенно верно. Не совсем гуси и не совсем грамотные, но имеются. Советов и поучений на все случаи жизни, запятая. Запятая. А также краткое изложение основ обеих магий и способы начертания магических фигур. Оглавление. Как познать истину. Это неинтересно. Дальше. Под какой звездой следует родиться, чтобы покорить весь мир? Чепуха. Как солить грибы? Это нам ни к чему. Дальше. Как избавиться от крыс и мышей?
страница 101. Стоп! Как избавиться от крыс и мышей? Там сказано и мышей, И мышей. но мы же летучие. Когда дому угрожают крысы, мышам лучше помалковать. Читай дальше, Нильс. Способ номер 1. Чтобы раз и навсегда избавиться от крыс и мышей, лучше всего приобрести молодого, здорового кота. Кота? Он у нас всех птенцов передушит. Вот способ номер 3. Изгнание крыс и мышей посредством волшебной дудочки. Это именно то, что нам нужно. Прежде всего, следует изготовить волшебную дудочку по прилагаемому чертежу. Крысы заняли подвал. Мои серые воины! Я привела вас сюда! И я поведу вас дальше! Овладели подвалом Глимингенского замка! Овладели зерна, которого нам хватит на всю жизнь! Поэтому весь замок должен принадлежать нам! А главное, растерзаем летучих мышей! Этих жалких изменников, у которых хватает наглости называться мышами! Мы! Бросайтесь на него! Рвите его! Ох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9. Мартин, ты спишь? Сплю. Ты спи. Погоди спать, Мартин. Слушай, что я тебе скажу. С какой стати гном стал бы меня обманывать? Как, по-твоему? Спать надо, по-моему. Погоди, Мартин. Он ведь сказал, когда одна палочка и 9 дырочек истребят целое войско, а сколько дырочек я просверлил в дудочке? Сказать? Ровно 9. И почему ты думаешь, что когда король обнажит голову, я не смогу остаться в шляпе? Это
Это даже очень просто. Эй, ты! Чучело бронзовое! Чем без толку тут торчать? Ты бы лучше прогуляться немного! Ноги бы поразмял! Молчишь? Ну и молчи! Счастливо оставаться! Эй, молчи! Бронзовый, а приметы верит. Кто ты? Розенбом, Ваше Величество, бывший старший боцман во флоте Вашего Величества, геройски погиб в сражении. Впоследствии был вырезан из дерева и поставлен здесь для красоты. Ты славный солдат, Розенбом. Готов служить королю. Да ведь это король. А я его чучелом обозвал. Послушай, Розенбом, не пробегал тут мальчишка, маленький, как воробей, и нахальный, как обезьяна? Так точно, Ваше Величество, пробегал. Неужели выдаст? Я пропала. Где мальчишка? Осмелюсь доложить, он побежал к старой корабельной верфи. Ты поможешь мне разыскать его, Розенбом. Нельзя терять ни минуты. Ровно в 3 часа я должен стоять на своем пьедестале. Идем! Всеподданнейше прошу дозволить мне остаться на месте. Я стар и не выношу движения. Что за чепуха? Ха! Ты еще крепкий старик, Розенбом. Идем!
Розенбом, узнаешь ли ты этот корабль? Посмотри. Даже сейчас видно, что это был королевский фрегат. А помнишь, Розенбом, как славно полили его пушки, когда я вступал на палубу? Отдадим же последний долг свидетелю былой славы. Ура! 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 Розенбом, смотри, вот он! Кто? Мальчишка! Ну и что же? Ничего вы мне не сделаете, потому что уже без 3 минут 3. Торопитесь! И если вам дорогу опять перебежит черная кошка, не пугайтесь, Ваше Величество! Розенбом, как получается? Король обнажил голову, а я оставался в шляпе. Вот так и случилось, Мартин, что когда король обнажил голову, я оставался в шляпе. Эх, и почему этот гном не сказал 3-го условия? Может, мое спасение под самым носом, только сделай, и колдовству конец. А ты брось горевать. Поживем, увидим. Прощай. То-то обрадуются твои родители. Нет, госпожа Кнобекайзе, нет. Они не обрадуются. Таким я не вернусь домой. Я полечу с вами на юг. Правильно, Нильс, оставайся. А я слетаю домой, посмотрю, как там, и все тебе расскажу. Только ты скорее возвращайся. Господин Гном. Здравствуй, Нильс. Пришло время узнать тебе третье, последнее условие. Ты снова станешь большим, когда на обеденный стол с капустой и яблоками подадут твоего самого близкого друга. Нет, нет,
Лапландия! Это что? Вы бы посмотрели, как мы с Нильсом потопили целые полчища серых крыс. А с Лисом как расправились? Попался, голубчик. Теперь уж ты никуда не улетишь. Мартин, Мартин, Я здесь. сейчас я тебя выпущу. Мартин, тебе угрожает опасность, улетай! Скорее улетай! Что ты сделал, Нильс? Я выпустил Мартина. Разве ты не понял, что я тебе сказал? Вот именно понял. Пусть лучше я на всю жизнь останусь маленьким. Ты не останешься маленьким, Нильс. Ты правильно поступил, пожертвовав собою ради друга. И в награду я возвращаю тебе твой прежний вид. Абес, фабес, картофлабес. Вот и Мартин вернулся. А Нильс... Нет, Хольгер, мы никогда не увидим нашего мальчика.